Сейчас они собирают из отдельных деталей нашу боевую машину. Процесс присоединения каждой детали достаточно длительный, занимает очень много времени. Одна эта деталь состоит примерно из 82 различных частей. Очень сложная. С самого начала, когда я рассматривал различные виды материалов, я решил, что танки будут полностью сделаны из металла. Потому что если заменить металл на какой-нибудь другой материал, танк потеряет свой воинственный вид, будет выглядеть ненастоящим. Меня зовут Цзин Чен Фэн. Мое английское имя Джейсон. Я основатель компании, которая занимается производством радиоуправляемых танков из металла. В интернете я просматривал заграничную продукцию и обнаружил, что любителям танков приходится довольствоваться очень крупными моделями. В тот день мое открытие не давало мне уснуть. Неужели есть кто-то, кому могут нравиться такие изделия? И начал собирать различные материалы по этой теме. Мы все находимся в Китае, а все данные по танкам хранятся за границей. Очень неудобно. Информацию и все данные приходилось искать в интернете. Все материалы мы доставали через музеи, различные организации, посредством общения в интернете с любителями танковых моделей. В процессе разработки нам нужно было собрать подробную информацию о каждой мелкой детали, а их в танке больше 1000. В этой части у нас хранятся большие модули, готовые к установке. Мы складываем их сюда. Например, эта деталь. Посмотрите, все заслонки на окнах уже смонтированы. Затем, когда появится заказ, мы без задержки можем установить ее на танк. Или посмотрите вот на эту деталь. Все небольшие запчасти уже присоединены. В результате получился модуль, который быстрее и гораздо удобнее будет использовать во время сборки. Я хорошо помню первый год. У нас не было никакого опыта, потому что все мы в прошлом были далеки от таких вещей. Ни разу в жизни не были на заводе и ничего не знали о производстве. От момента создания чертежа до того момента, как был готов красивый корпус, прошло 3 месяца. А вот на создание, разработку и усовершенствование внутренних запчастей, в том числе и различной электроники, у нас ушло 3 года. В результате появилась наша первая официальная модель. Вот она. Это наша самая первая модель. Мы потратили огромное количество времени на изготовление этой первой модели. И все из-за наших стремлений к совершенству. Потом я осознал, что это все лишь внешнее оформление. Но самая сложная часть — это начинка танка. То, что приводит его в движение. Снаружи получилось красиво, но как только эта красота начинала движение, внутри много чего выходило из строя. Помню, как в первый раз мы проводили испытания. У нас сразу что-то сломалось. На починку ушел весь день. После того, как мы ее починили, мы поместили модель в машину и привезли на склад. Все чувствовали, что потерпели поражение. На второй день мы снова отправились на испытание. Через 5 минут танк снова сломался. Снова пришлось возвращаться ни с чем. Каждый раз мы что-то меняли и исправляли. Сломалось, починили, сломалось, починили, сломалось, починили.
Кстати, эти модели очень тяжелые, и их сложно возить туда-обратно. Но так продолжалось еще много раз. Однажды мы связались с одним очень известным американским любителем. А когда начали задавать ему вопросы, он спросил: «А кто вы такие? Вы хотите сделать настоящий танк?» Он хотел убедиться, что мы можем работать качественно, что мы сможем справиться с подобной задачей. И он решил стать нашим контролером. Сказал прислать ему те детали, что у нас уже есть, чтобы он смог их оценить. И мы создали, обработали и отправили ему эти детали. Он получил их и сказал, что они великолепны. Он был очень доволен. Наша компания не выпускает продукцию огромными партиями. У нас все делается вручную. Как при создании произведений искусства. Поэтому, чтобы изготовить, обработать детали и собрать танк, у нас уходит очень много времени. Каждая деталь должна быть качественно проработана. Потому что танк очень большой, и важна точность каждой мелкой его части. Если где-то в небольшой детали допущена ошибка, уже не будет возможности ее доработать. Это станок для проволочной резки. В двух словах этот процесс можно объяснить так. Из материалов после первичной обработки создаются базовые модули, потом эти базовые модули попадают сюда на следующий этап обработки. Далее, после проволочной резки, детали отправляются на фрезерный станок. Все углы, скосы, круглые отверстия. На этом станке заканчивается их вытачивание. Я помню, что после окончания работ над чертежом мы начали закупать оборудование. При покупке оборудования нас обманули. То, что мы купили, невозможно было использовать. А значит, нельзя было ничего произвести. Никто из нас не умел обращаться с этим оборудованием. Позже мы нашли одного мастера и с его помощью купили новое оборудование. Я собрал своих сотрудников, сказал им, что придется упорно поработать. И мы стали жить на этом заводе. Я жил там вместе с ними. Не было отопления, не было никаких условий для жизни. Ничего не было. Я спал на диване в офисе. Было безумно холодно. И когда я просыпался, на моем лице были маленькие льдинки. Признаться, мне никогда еще не было так трудно, так сложно. Но я уже начал. Потому должен продолжать. После рождения ребенка меня почти не бывает дома. Я постоянно занят. Тружусь, зарабатываю деньги. Но вижу, что это не полностью соответствует тому, чего хотела бы моя жена. Поэтому сейчас я стараюсь больше заниматься ребенком. Стараюсь научить его, как нужно вести себя в этом мире, чтобы соответствовать ему. Нужно уметь хорошо делать то, что тебе нравится. И в будущем это принесет тебе много счастья и радости. Деталей много, каждую нужно обработать. И это долгий процесс. Множество мелких деталей, все должны подходить друг к другу.
Требования к внутренним запчастям должны быть такими же, как и ко внешним. Потому что нижняя часть танка самое главное. Особенно все детали ходовой части. Поэтому после того, как мы собираем нижнюю часть модели, мы можем проверить, подходят ли к ней остальные внешние части. Эта часть, по сути, опорная часть танка. Она используется, чтобы упрочить раму танка. Так как это танк с электрическим приводом, он движется, оказывается, под разными углами, и именно благодаря этой детали корпус танка сохраняет свою целостность. Гусеницы с левой и правой стороны имеют независимое управление, поэтому исполнение команд происходит очень быстро. Вот он на полной скорости, а можно уменьшить скорость поворота. За это отвечает правый рычаг. Обратный ход и поворот в другую сторону контролируются левыми рычагами. Здесь две системы управления. Можно по своему желанию выбирать направление поворота. Во всем мире нет ни одного предприятия, которое бы производило такую продукцию. Я имею в виду в этой области, в области производства полностью металлических моделей танков. Самое главное для нас — это хорошо выполнить нашу задачу. Я думаю, Джейсон очень увлеченный человек. Своей страсти, своему хобби он отдает все свои силы. К счастью, в этом мы с ним похожи. Мы знакомы с... Это очень старая история. Мы знакомы с 2004 года. В то время мы еще не основали эту компанию. Наше знакомство связано с областью рекламы. Он был режиссером нашего рекламного ролика, а я клиентом. Так и началось наше знакомство. Но с самой первой попытки нашего сотрудничества я понял, что этот человек очень усердно работает. И он произвел на меня глубокое впечатление. Я не из тех людей, кто стремится к быстрым результатам. Мне нужно, чтобы во всем был смысл. Не нужно перегружать себя. Нужно хорошо все обдумывать. Я бы хотел отправиться на Северный полюс и поразмышлять там немного. Найти ответы на многие вопросы. Открыть в себе что-то новое и потом вернуться. Это не моя цель. Просто иногда возникают такие мысли. Мне кажется, что когда моя жена это увидит, она подумает, что я сумасшедший. Это часть башни танка Т-3. Снизу к башне крепится зубчатый диск. Таким же образом это происходит и на настоящих танках. Но здесь у нас нет. Я пойду спрошу Сяо Дженя. Джен, у нас есть зубчатый диск к башне от Т-3? Нет нужного диска. Да, это он. Башня устанавливается сверху на этот зубчатый диск. И небольшие отверстия по кругу внизу башни соединяются с зубчиками этого диска. У нашего завода нет возможности обрабатывать детали такого типа. Поэтому нам приходится обращаться в организацию, обладающую техникой более высокого уровня. Сейчас у нас непосредственно здесь работает более 10 человек. В основном это сотрудники проекта конструкторского отдела, включая тех, кто занимается сборкой и продажами на рынке. Еще мы сотрудничаем с 3 заводами.
Это внешнее сотрудничество. Если посчитать и их, то на всем производстве занято 40-50 человек. Я не признаю никаких отношений типа начальник-подчиненный. Вообще не люблю это деление на уровне. Мы проделали долгий путь вместе. Среди них самое короткое знакомство составляет 5 лет. Самое длинное — больше 10. И мы встречаемся каждый день. И они всегда помогают мне. Относительно его руководства, я спокойно отношусь к этому. И мы можем оставаться друзьями всю жизнь. Для меня это очень ценно. Нам комфортно проводить время вместе и на работе, и в жизни. Например, мы любим смотреть фильмы, кататься на лыжах. Словом, я очень рад иметь такого близкого друга. В свободное время мы устраиваем соревнования по футболу, бегу, бадминтону. Также мне, как и моим коллегам, нравится играть в различные игры с танками. Мы каждый день играем. Но самое основное наше хобби — это производство танков. И компьютерные игры не могут сравниться с этим. Это солдат. Похоже, что этот солдат принадлежит гонконгским войскам. Он тоже изготовлен для моделей 1,6 метра. Хорошо подходит к ним. Я считаю, в процессе изготовления танка самый интересный этап — это установка внешних деталей. Монтаж этих деталей больше всего привлекает меня. Потому что мы делаем настоящий танк, он только размерами отличается от оригинала. Во всем остальном они абсолютно одинаковые. И у него такая рационально разработанная конструкция. И мы не используем сварку для монтажа корпуса. Все детали соединяются и скрепляются между собой. Самым радостным моментом является появление полноценной модели танка. Когда я был еще маленьким, папа сделал для меня танк. Знаете, как он это сделал? Он положил на землю кирпич, потом слепил из глины шарик, закрепил его сверху и воткнул палочку. Готово. Так просто. Таким танком я играл лет до 6. Вот в детстве мы хотим вырасти, поступить в университет. Это я уже прошел. Неизвестность будущего. Я думаю, это самая большая сложность в человеческой жизни. Конечно, это не делает нас несчастными. Мы не страдаем от того, что это так. Все нормально. Мы спокойно это принимаем. Но мы не знаем, как спланировать свою жизнь. У меня было много идей, которые бы я хотел реализовать. Но единственное, в чем я достиг успеха, это режиссер в рекламной сфере. Мое увлечение танками тоже можно приписать к успехам. А вот все остальное, чем я хотел заниматься, одно за другим проваливалось. Одно за другим. Вверх-вниз, как на графике. Грузовик — другой вид модели, изготавливаемый на нашем заводе. Такие грузовики использовались во времена Второй мировой войны для перевозки солдат, оружия и тому подобного. В результате различных проверок и испытаний мы разработали эту модель. Пришли именно к такой конструкции крыши, окон и носа. Получилось просто замечательно. Конструкция нижней части также претерпела изменения. Мы
сделали ее более прочной. Теперь ее ходовые качества полностью соответствуют запросам наших клиентов, которые любят такие игрушки. Мне больше всего нравятся фильмы про армию, военные фильмы. Я считаю, что в таких фильмах можно отразить развитие общества и много других аспектов. Например, храбрость, самоотверженность человеческого характера. Можно сказать, что желание снять фильм стало отправной точкой нашего сотрудничества. Эта идея живет в нас двоих практически с самого знакомства. Она развивалась параллельно с нашей работой. Они идут бок о бок. Через такой фильм я хочу показать людям свои взгляды. Так что, скорее всего, мой фильм будет про войну. И я не хочу показывать, что происходит с большим количеством людей. Все эти сцены с массовкой. Я хочу рассказать историю одного или двух, маленького количества людей. Сколько это... Какой это цвет? Это для внешней отделки танка. Обычно я использую именно это. Есть еще один вид, но сегодня, похоже, его нет. А что это? Моделируемая паста? Да. Наносится на холст? Да. Размазывается по всему холсту? Да, я знаю. Легко отклеивается? Нет, не отклеивается. Совсем не отклеивается. У нас тут есть образцы. Вот это немного получше. На этой можно сделать более глубокий узор. Это немецкий танк Т-3 серого цвета. Сейчас у нас нанесена грунтовка. Затем мы очистили поверхность от пыли и ржавчины. Теперь можно переходить к следующему этапу. В процессе эксплуатации некоторые места могут посветлеть. Например, под воздействием солнечных лучей эти места постепенно выцветают. Вот их мы и сделаем более темными. Самое большое влияние на меня оказал мой учитель. Тот, что учил меня рисовать. Это он отправил меня на учебу в Пекин. Сказал поступать здесь в университет. Учитель говорил, что мужчина всегда должен стремиться к чему-то большему. Если у тебя не получится, ничего страшного. И с первого же раза я поступил. Этот учитель обучил меня своему мастерству. Самое главное — помнить о том, как в итоге должен выглядеть танк. Потому что процесс может затянуть по кусочку, медленно. В самом начале у меня не хватало терпения. Но постепенно терпение пришло. Мой сын, я бы хотел, чтобы он продолжил мое дело, потому что база уже есть. Возможно, у него получится создать модели, которые будут намного лучше моих. Но я не знаю, захочет ли он развиваться именно в этом направлении. В этом году наш сын пойдет в школу. Мы решили отдать его в техническую школу. Он двигается быстрее, чем настоящий. Мы увеличили скорость, чтобы было интереснее.
Сейчас мы используем в наших танках большие зубчатые колеса, такие же, как и в настоящих танках. Поэтому при движении он хорошо сохраняет устойчивость. Это хорошо чувствуется. Электроника управляет всеми частями модели, и в процессе управления можно быстро и легко регулировать скорость хода. Мне нравится заниматься танками. Еще я думаю о своей мечте. Я хочу создать робота, чтобы в будущем его могли использовать в армии, и чтобы ученые тоже могли его использовать. Это моя самая большая мечта. Мне нравится строить планы, ставить себе цели и развиваться.